Добрый день! В сегодняшнем ролике я хотел бы продемонстрировать вам финансовую сводку по ИИС и брокерскому счету, который открыт у меня в ВТБ. Инвестирую я 1 год и 1 месяц и уже есть чем поделиться. Всю свою аналитику я веду в виде табличной формы, заполняю ее ежемесячно, все данные я беру из брокерского приложения ВТБ. В этой таблице я заполняю зачисление денежных средств помесячно, прибыль в рублях, прибыль в долларах, дивидендную доходность и прибыль помесячно. Как видно по данной таблице, у меня 2 месяца в 2021 году, январь и май, это с отрицательной доходностью. Если же брать во внимание доходность в 2021 году, то она составляет 36%. То есть при пополнении на 242 тысячи прибыль составила 76 тысяч рублей, в том числе полученных дивидендов 91 доллар. Итого доходность портфеля в рублях 31%, доходность портфеля в долларах 36%. В данную таблицу я также прикрепил скриншот роста индекса S&P 500 за 2021 год. Его доходность составила почти 20%. То есть доходность моего портфеля долгосрочного в ИИСе выше доходности индекса S&P 500. Раньше я никогда не сравнивал свою доходность. Теперь я решил для сравнения посмотреть, как растет индекс и как вырос мой портфель. Оказалось, что доходность моего портфеля оказалась выше. Напишите в комментариях, друзья, какая доходность за 2021 год по вашему портфелю составила. Будет очень интересно. Что касается ежемесячной средней доходности моего портфеля, то она составляет примерно 2,2% в долларах. Значит, прибыль ежемесячная в рублях составляет в среднем 10 900 рублей. Это в рублях. В долларах она составляет в среднем 169 долларов. А теперь давайте посмотрим на мой брокерский счет. Что касается динамики финансовых потоков по брокерскому счету, то за июнь месяц доходность составила 5%, за июль доходность составила 3%. Если же смотрим мы отрицательную доходность, то всего в январе у меня было минус 0,6%. То есть в среднем у меня положительная доходность по брокерскому счету. В брокерском счету у меня открыты среднесрочные спекулятивные сделки, а также имеется часть долгосрочных активов. Значит, средняя доходность ежемесячная в 2021 году составляет 2,6%, то есть она выше доходности по ИИСу. Значит, средняя прибыль в месяц в 2021 году составляет 13 600 рублей, это в рублях, а в долларах средняя прибыль составляет порядка 212 долларов. Что касается доходности в 2021 году, то она составляет в долларах 17%, в рублях 15%. Долларов я получил 33 доллара по брокерскому счету. По брокерскому счету доходность моя не обгоняет рост индекса S&P 500. Здесь я и не стремлюсь его обгонять, так как я еще рано зашел на рынок и пока какие-то итоги подводить рано. Вот когда пройдет 2021 год, тогда, возможно, можно будет какие-то итоги подвести. Друзья, у меня вопрос к вам. Напишите в комментариях, ведете ли вы аналитику по своим инвестициям в табличной форме, как делаю ее я, или же вы используете только приложение, а возможно и другие сайты. Напишите в комментариях, будет интересно. А также напишите, как вам данный обзор и таблица по моей аналитике, все ли понятно. Также в дальнейших роликах я планирую эту таблицу сделать более понятнее, наглядней, чтобы она была удобной и легко воспринималась как мной, так и зрителям. А теперь, друзья, давайте я продемонстрирую вам план-факт по своим расходам. Что касается расходов, то здесь видна динамика в сторону увеличения плановых показателей. То есть по факту я трачу больше денег, нежели это планирую. Ну, хочется отметить, что за первый-второй квартал видна экономия по коммунальным расходам. Здесь она обусловлена тем, что в марте был перерасчет по коммунальным расходам, и у меня был плюс там порядка 35-40 тысяч. То есть вся эта сумма, она по большому счету вот за эти 4 месяца уже, так скажем, израсходовалась. Видна экономия по ресторанам, кафе, по транспорту, так как
В связи с эпидемией коронавируса некоторые заведения закрыты, я также их стал меньше посещать. В основном я заказываю редко еду на дом, ну и в основном покупаю просто больше продуктов в супермаркете, которые мне хватает на целый месяц. Меньше стал передвигаться по городу, нас перевели на удаленку, отпала необходимость ездить на работу каждый день, появилось много времени для того, чтобы уделять внимание выпуску роликов, анализу компаний. Итак, друзья, напишите в комментариях, нужно ли прилагать данную табличную форму к обзору аналитики моего портфеля ежемесячного, или же стоит исключить данный раздел из обзора. Итак, друзья, на этом я буду заканчивать. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Всем я желаю удачи в инвестициях, не забывайте о диверсификации своего портфеля. Всем пока!